Добрый день, друзья мои товарищи! С вами обзоры и тесты от Бардача. И я продолжаю разбирать проблему мужского здоровья. И сегодня мой рассказ про кошмар всех мужчин, про простатит. На свете есть много разных страшилок. Есть страшилки для детей, их пугают разными там бабайками. А есть страшилки для мужиков. Это импотенция и простатит. По телеку всегда пугают, что старше 40 лет все мужчины болеют простатитом. Покупайте наше чудо-лекарство и будьте настоящими мужчинами. Я думаю, все такую рекламу видели. К большому сожалению, это огромный бизнес, но лекарства эти не работают. Это простой развод лохов, развод добросовестных граждан на деньги. Но сегодня мой рассказ о том, что же такое простатит, почему он образуется. Ну а в следующем видео я буду говорить о том, как его лечить. Как всегда, я рассказываю простым языком, понятным обычным зрителям. Может быть, специалисты, медики, урологи на меня немного обидятся за то, что я упрощаю. Но я думаю, так будет лучше. Медицинских рассказов на ютубе полно, с научной, так скажем, точки зрения. А вот простым обычным языком недостаток. Поэтому поехали! Ну, для начала мифы о простатите. Распространенные мнения, которые неверны. Во-первых, простатит – это болезнь мужчин старшего возраста. А вот и нет, друзья. Простатит может быть диагностирован у мужчин в любом возрасте. Лично у меня он был выявлен в 27 лет. А многие мои зрители писали, что у них даже раньше. Дальше, миф номер 2. Простатит можно вылечить. Сразу огорчу. Это не так. Простатит неизлечим. Можно лишь убрать острые состояния, сделать так, чтобы он не беспокоил. Долгие годы он может вообще не беспокоить, но полностью от него избавиться уже не получится. Если он у вас есть, то он с вами навсегда. Дальше, третий миф. То, что простатит губительно влияет на потенцию. Тоже хочу сказать, что это не так. Это очень распространенное заблуждение, которое эксплуатирует многие недобросовестные граждане, но это не так. Механизм потенции и механизм простатита, они никак друг с другом не связаны. Это абсолютно разные явления. Простатит на потенцию никак не влияет. Простатит может влиять на другие мужские функции, на такую как функцию деторождения, например, то есть вызывать бесплодие. Может вызывать преждевременную эякуляцию, то есть мужчины очень быстро кончают, но конкретно на потенцию никак не влияет. Вот это основные три мифа о простатите. Итак, с мифами разобрались. Поехали дальше. Что же такое этот пресловутый простатит? Итак, официальная информация. Простатит – это воспалительные заболевания предстательной железы. Выделяют несколько видов простатита по происхождению и по течению болезни. По мнению авторитетных урологов, большинство мужчин больны простатитом в той или иной степени. Но у некоторых болезнь протекает без особых осложнений и не замечается долгое время или никогда. То есть простатит приносит с собой боли и неудобства, дискомфорт в области таза. То есть, так скажем, между задом и передом. Боли и дискомфорт могут быть острыми, могут быть неострыми, могут быть периодическими. Также возможен дискомфорт и жжение при мочеиспускании. И трудности при мочеиспускании. Но это совсем не обязательно. Также простатит бывает острым и хроническим. Острый простатит вы сразу распознаете. Поверьте, такое шоу вы не пропустите. Это острое воспалительное заболевание, при котором больному становится настолько плохо, что нужно срочно бежать в больницу. Без больницы здесь, к сожалению, никуда. Дальше, хронический простатит, это то, о чем как раз сегодня пойдет речь. Это вялотекущее заболевание, оно то обостряется, то приглушается. Жить с ним можно, но некомфортно. Надо лечить, но, к сожалению, как я сказал, до конца оно неизлечимо. Однако его можно вполне успешно приглушить, чтобы оно не вылазило. И тогда все будет уже нормально. Причинами простатита могут являться бактерии, бактериальная инфекция, а также общее снижение кровотока в простате. Но чаще всего комплекс этих причин.
Для того, чтобы простата воспалилась, чаще всего нужны бактерии. Причем бактерии эти никак нас пугают, обычно передающиеся половым путем. Это могут быть любые бактерии, которые живут в нашем организме в большом количестве. Например, кишечная палочка. Они чувствуют себя в простате очень комфортно. Это просто идеальная питательная среда для них. Они там как будто плавают в еде, ощущают себя как в раю. Выселить их оттуда уже не получится. В нормальном состоянии, когда у человека организм не ослаблен, иммунитет работает, он эти бактерии вычищает, убивает. Но как только наступают так называемые неблагоприятные факторы, иммунитет ослабляется, бактерии размножаются и простата заражается. Итак, сейчас рассмотрим как раз эти неблагоприятные факторы. Итак, фактор номер 1 – это снижение иммунитета из-за болезней. Например, если у вас частые простудные заболевания, следовательно, иммунитет снижен, следовательно, организм плохо борется с разными бактериями, они заселяют простату, размножаются в ней, и вы получаете простатит. Такое, к сожалению, не редкость. Дальше фактор номер 2 – это переохлаждение общее, либо переохлаждение жопы отдельно. Например, если на рыбалке посидеть пару часов на каком-нибудь холодном камне, как было у меня, то можно вполне себе заработать простатит. Обычно мужчины так и зарабатывают. Посидят под дождиком на охоте, посидят на рыбалке на холодной земле, в командировке где-нибудь там застудят себе зад, и привет простатит. Из-за этого тоже организмы разрастаются, размножаются бактерии в простате. Здравствуй, простатит. Так можно заработать не только хронический, но даже острый. Далее, значит, фактор номер 3 – это малоподвижный, а особенно сидячий образ жизни. Сидячий образ жизни, например, у водителей, у офисных работников, приводит к тому, что кровь в области таза застаивается, она не циркулирует, защитные элементы крови, которые борются с бактериями, не приходят, не поступают, и бактерии отлично размножаются. То есть, у кого сидячий или просто малоподвижный образ жизни, имейте в виду, что вы рискуете заработать себе простатит. Дальше, 4-й фактор – это отсутствие регулярного секса. Если сок простаты застаивается, если он регулярно не выплескивается, то же самое. Происходит образование бактерий и воспаление. То есть сок простаты должен регулярно выплескиваться. То есть занимайтесь сексом чаще. Как вы будете заниматься с женщинами, с руками, это ваше дело. Главное, выплескивайте почаще. Дальше фактор номер 5 – это большое количество половых партнеров. Чем больше через вас прошло женщин, а через тех женщин мужчин, тем большим количеством микроорганизмов они вас наградили. Это не обязательно сифилис или гонорея, это могут быть вполне безобидные микроорганизмы, но тем не менее они также могут вызывать простатит. Дальше, последний, 6-й фактор – это вредные привычки. Курение и алкоголь губительно действуют на сосуды простаты, особенно курение. Курение просто убивает простату. Сосуды в предстательной железе, они и так мелкие, узкие, а с помощью курения вы еще больше, в несколько раз их сужаете. Кровь не поступает, отсюда те же самые проблемы. Застой, бактерии, воспаление и привет простатит. Вот эти 6 факторов, которые способствуют развитию этой болезни. Причем, как правило, они идут в комплексе. Например, человек может иметь сидячую работу, одновременно курить, одновременно переохлаждаться. Так вот, если у вас есть хотя бы 3 из этих факторов, то будьте уверены, что с большой вероятностью хронический простатит вы уже заработали. Даже если вы его пока не чувствуете, то в будущем обязательно почувствуете. Итак, какие проблемы может нам доставить простатит? Ну, во-первых, от острого простатита можно легко даже помереть. Как, например, от аппендицита. Я думаю, этого одного вполне достаточно для того, чтобы осознать масштаб проблемы. От хронического простатита, конечно, не помрешь,
но тем не менее проблем он может доставить массу. Тем более он всегда может перерасти в острый. Итак, какие проблемы могут возникнуть из-за хронического простатита? Во-первых, постоянные боли в простате. Боли это не сильные, но тем не менее постоянные и очень неприятные. Во-вторых, боли при мочеиспускании. Это уже резкие боли, сильные, от которых реально загибает. Дальше. Частые походы в туалет и чувство неполного опорожнения мочевого пузыря. Это не обязательно. Может у кого-то быть, у кого-то не быть, но бывает довольно-таки часто. Дальше. Четвертое. Скорострельность. Часто при простатите мужчины очень быстро кончают, что не нравится их женщинам. Это также не обязательно, но бывает очень часто. И пятое – это плохое качество семенного материала. То есть простатит может вызывать плохое качество сперматозоидов, что может привести к бесплодию. Это также не обязательно, не у всех больных простатитом, но тем не менее встречается очень часто. Так что, друзья мои, пускать простатит на самотек не рекомендую, нужно его лечить. Я сам прошел этот путь много лет назад, у меня был хронический простатит, точнее, как я говорил, он неизлечим, поэтому можно считать, что он есть и сейчас, но он меня уже много лет не беспокоит, так что я считаю, что этот путь я преодолел. Мне пришлось полечиться лекарствами, многое изменить в своем образе жизни, но, кстати, об этом я нисколько не жалею. Но тема лечения простатита – это тема для следующего видео, которое выйдет через неделю. Сейчас хочу напомнить, что острый простатит не надо даже пытаться лечить самостоятельно. Это может привести к плохим последствиям. Острый простатит только к врачу. Хронический простатит можно, в принципе, вполне успешно лечить и заниматься его профилактикой самому. Это не так сложно, но об этом я буду рассказывать, как я уже сказал, в следующем видео. На сегодня все. Ставьте лайки, кому понравилось. Пишите ваши комментарии, что вы по этому поводу думаете. И подписывайтесь на мой канал, если вдруг вы еще не подписаны. И да пребудет с нами сила Тадалафила.